2015. В центре Нью-Йорка Трамп проводит митинг. На сцене аплодисменты, флаги и рев толпы. В это же время журнал People публикует признание бывшей журналистки Наташи Стойнов. Он прижал меня к стене и начал целовать. Мне было страшно. На следующий день еще 6 женщин, потом еще. И вот уже весь мир читает о Трампе, как он заходит в гримерки, как щупает моделей, как говорит: когда ты знаменит, можешь хватать женщину за что угодно, они позволяют. Шок? Да. Но через год он выигрывает выборы. Спустя еще 8 лет снова. Это и есть Дональд Трамп. Человек, который делает то, что не прощается, и выходит из этого не просто чистым, а героем для миллионов. Сегодня мы с вами разберем, как формировался этот характер от отцовского давления до той самой медийной жажды контроля. Поговорим о 3 его браках, громких скандалах, выстроенных образах, и о том, кого Трамп любил, кого терпел, а кого продвигал как стратегический актив. И в финале я отвечу на главный вопрос. Кто для Трампа идеальная женщина? И почему именно этот выбор говорит о нем больше, чем он сам готов признать? Ответ вас совершенно точно поразит, поэтому досмотрите видео до конца, будет интересно. Это «История вне времени», и с вами Елизавета Карагозова. Сегодня мы говорим о Дональде Трампе. Трамп стал взрослым мужчиной, говорящим, что может схватить любую женщину за что угодно. Он был мальчиком, у которого никто не спрашивал, как он себя чувствует. Потому что это было не принято, потому что в его семье это даже не обсуждалось. Фред Трамп, отец Дональда, был одним из самых влиятельных застройщиков Нью-Йорка середины 20 века. Жесткий, скупой трудоголик. У него не было привычки разговаривать с детьми. Он считал, что детей нужно дисциплинировать и тренировать как солдат. Никаких нежностей, никаких «я горжусь тобой», никаких уж «ты молодец». Только работа, результат и контроль. Фред считал, что мир – это рынок, где побеждают сильнейшие, и начал внедрять это правило в детей с самого раннего возраста. Звучит уже несколько тревожно. А где же в этот момент была мать, спросите вы? Как женщина, как мама, как она вообще позволила так воспитывать своих детей? Так вот, мать Дональда, Мэриэн Маклеод Трамп, была домохозяйкой, шотландкой по происхождению. У нее был сильный акцент, строгий католический культурный код. Немножечко аскетичный взгляд на жизнь. Когда же Дональду было всего 2 года, у Мэри случились серьезные осложнения после 5-й беременности. Дональд был 4-м ребенком. Она перенесла экстренную операцию, провела долгое время в больнице, и после этого, по воспоминаниям близких, она стала менее эмоционально доступной, особенно с младшими детьми. Позже же Трамп скажет: «Я стал независимым рано». Не знаю почему, просто так сложилось. Ну да, просто так. На самом же деле, когда ты с детства слышишь «не ной», «не грусти», «не злись», по-другому очень сложно. Ты или соберись, или вообще признай, что ты зря родился, потому что дома никто не скажет: «Я с тобой, все нормально, давай мы переживем это вместе». Ты злишься, тебя наказывают. Ты плачешь, от тебя отворачиваются, а боишься, над тобой смеются. И ты очень быстро усваиваешь, что чувство это неудобно. Так и живешь дальше, без нытья, без жалоб и без «мне плохо». Стиснул зубы и пошел побеждать. Когда же Дональду исполнилось 13, отец отправил его в военную школу. И не потому, что тот хулиганил, а потому, что был слишком вспыльчивый, неконтролируемый эмоциональный ребенок. То есть живой, как вы понимаете. Но в семье Трампов живость не поощрялась. Его нужно было исправить.
Отец злился, учителя жаловались, и вот Дональд попадает в Нью-Йоркскую военную академию. Закрытое строгое училище с уставным режимом, построением и наказаниями. И это не кадетская романтика. Это место, где мальчиков ломали, дисциплинировали и превращали в инструмент власти. Дональд же встроился в эту систему. Он начал соревноваться. Стал старостой, капитаном команды по бейсболу. Пытался доказать, что я лучше других. Я должен быть на вершине. Моя подруга-психоаналитик, с которой мы обсуждали этот сценарий, сказала, что все эти установки похожи на проявление реактивного нарциссизма. Когда человек вместо боли, вместо признания неуверенности и одиночества строит сверхяркий образ победителя. Он не просто успешен, он должен доказать всем, что он самый сильный, самый желанный, самый богатый, потому что иначе пустота. Трамп же в интервью не раз говорил, что «я не люблю анализировать эмоции, это для слабаков. Я лучше просто сделаю дело». И он не лукавит. Он действительно не понимает, зачем говорить о чувствах, потому что в его семье они не имели значения, потому что никто не говорил о своем внутреннем мире, только о результатах. После школы Трамп поступает в университет, начинает работать в бизнесе отца и продолжает играть в ту же игру, которую начал в 13. Я побеждаю, значит, я существую. Я контролирую, значит, меня уважают. Я обладаю женщинами, значит, я ценен. Фред Трамп однажды скажет: «Я уважаю Дональда, он агрессивен, он не слабак, как Фредди». Фредди, к слову, старший брат Дональда. Прессинга отца он не выдержал. Парень мечтал о другой жизни, хотел быть пилотом, сбежал в авиацию, но отец этого не принял. В глазах Фреда-старшего сын предал семью, выбрал не тот путь и за это был наказан. Его лишили наследства, критиковали, унижали, и в итоге он сломался. Алкоголь, потеря работы, ранняя смерть в 42 года. Дональд однажды скажет в интервью, что именно из-за Фредди он не пьет, и что у него был важный жизненный пример, чтобы он понял, кем не надо быть. Вот такая вот грустная история. Он не пришел к выводу, что его отец натуральный козел. Он пришел к выводу, что брат плохой пример. И уже в 15 лет начал работать с отцом, вникать в семейное дело и ездить с ним на стройки. А в 22 получил свое первое серьезное задание, и это был тест на профпригодность. Если справится, продолжит дело Трампа-старшего. Если нет, судьба брата напомнит о себе. Дональд берет проблемный жилой проект в Цинциннати, который до него никто не хотел трогать. Он его ремонтирует, продает и зарабатывает $6 миллионов в 24 года. Не потому, что знал как, а потому, что не привык сдаваться. Он вообще не знает, что такое проигрывать, потому что в его голове такого варианта просто не существует. После этого переезд на Манхэттен. Он живет в студии и уже ведет себя как король города. Начинает заводить знакомства, наблюдает и копит связи. Попадает в закрытые клубы, где решаются судьбы сделок. Потом он начинает строить большой бизнес, большой образ и большой эгоцентризм. Отель Гранд Хайат, башня Трампа, Мар-а-Лаго, казино, шоу, небоскребы. Каждая его покупка не просто актив. Это жест. Это посмотрите, на что я способен. Он не хочет просто денег. Он хочет быть кем-то, кого обсуждают. Башня Трампа, как вы понимаете, это ведь не просто здание. Это материализованный эгоцентризм. Бетонная версия «Я есть Нью-Йорк». Кто-то мог увидеть в этом показуху, но истории не запоминают тех, кто скромничает. И вот на этом фоне появляется Ивана. Красивая, амбициозная, со своими идеями и характером. Не просто жена, а союзник, соратница и соавтор. Женщина, с которой можно строить издание и биографию. Казалось, у них все получится, но дело в том, что рядом с Трампом не может быть двух ведущих ролей. Он не делит сцену. Он привыкает быть ее центром. А Ивана слишком долго думала, что может это изменить. Сейчас мы с вами разберемся, как все началось и почему все закончилось именно так. Если вы досмотрели до этого момента, спасибо вам, друзья. Я думаю, что вы заметили, что я очень вкладываюсь в качество контента. Мне важно не просто рассказать биографию, а сначала понять героя, рассмотреть ситуацию со всех сторон, погрузиться в его жизнь, а после поделиться этим пониманием с вами. Мы с командой, несмотря на все блокировки, принципиально не уходим на платные платформы вроде Boosty, потому что верим, что качественный контент должен быть доступен каждому. Но чтобы
канал жил и развивался, чтобы истории продолжали звучать, мне правда важна ваша поддержка. Если вам близко то, что мы делаем, подпишитесь на канал, поставьте лайк, напишите комментарий. Это не просто ради статистики, ваш голос буквально необходим алгоритмам. Он дает смысл всей этой работе. Спасибо. Они встретились в 1977 в Нью-Йорке на вечеринке. Он уже молодой миллионер с комплексом величия, а она модель с дипломом экономиста, говорящая на 5 языках. Иммигрантка с фигурой олимпийской лыжницы и выдержкой генерального менеджера Ивана Зельничкова. Ее отец инженер-электрик, а мать телефонистка, обычная семья. Но у Иваны с детства амбиции не по размеру ее страны. Она не мечтала о стабильности, она мечтала вырваться. И лыжи стали для нее возможностью уехать. Уехать из страны, где талант мало что решал без партбилета. Позже она будет говорить, что почти попала в олимпийскую сборную. Данные эти, правда, подтверждения не нашли, но и это не важно. Главное, как звучало. А Ивана всегда умела подавать себя с нужной стороны. В 22 года она вышла замуж за австралийского лыжного тренера, чтобы получить паспорт. И без иллюзий быстро оформили брак, а потом развод и новый этап. Канада. Следующая точка и транзит. Там она работает инструктором по лыжному спорту и подтягивает свой английский. Но дальше Нью-Йорк. Город, где ты или пробьешься, или исчезнешь. Начинается модельная карьера, светские вечеринки и нужные знакомства. И вот однажды ей попадается на глаза Дональд Трамп. Ему 30. Он уже успел провернуть сделку с отелем «Коммодор» и громко войти в манхэттенскую недвижимость. Получить еще налоговые льготы, о которых мечтали более опытные игроки. Это был не просто мужчина с амбициями, это был человек, который умел брать свое. Ивана увидела это сразу. Она была проницательной и не из тех, кто ведется на дорогой костюм. В Дональде она увидела что-то, что совпало с ней по энергии. Оба знали цену статусу. Оба шли вперед, не спрашивая разрешений. Он уже строил свою империю, а она искала место, где сможет построить свою. Она ему понравилась, потому что не вела себя как очередная блондинка с обложки журнала, потому что знала себе цену, потому что выглядела как трофейная жена, но вела себя как соучредитель компании. И они поженились в 1979-м. Свадьба была публичной, с пафосом, с прессой, все как любит Трамп. Начался их медиабрак, все выглядело идеально. Фотографии в Vanity Fair, Ивана на обложке, Дональд рядом. Он устроил небоскребы, а она ими управляла. Причем буквально. Она была вице-президентом Trump Organization. Она руководила дизайном Trump Tower и отвечала за отель Plaza. Запускала курорт в Атлантик-Сити, а в мемуарах писала, что она была не просто женой. Она была женщиной, которая знала, как тратить и как зарабатывать деньги. У них родилось 3 детей. Дональд-младший, Иванка и Эрик. О них мы еще совсем скоро поговорим в этом выпуске, об Иванке особенно, потому что в этой семье, как вы понимаете, дети не просто дети. Они продолжение бизнеса и главного бренда по фамилии Трамп. Тем не менее, Дональд ценил вклад Иваны и восхищался ее талантами, но ровно до тех пор, пока Ивана не начала привлекать к себе больше внимания, чем он. Зависть, ревность и конкуренция начались не с Марла, о которой мы совсем скоро поговорим. Они начались с того, что Ивана перестала быть фоном. Она начала давать интервью, ездить на мероприятия одна, ее узнавали. А еще она начала спорить с ним по делам. Представляете, какой ужас? Трамп этого не переносит. Он привык, что женщина — это либо украшение, либо мать. А тут и то, и другое, еще и босс. Он начал отдаляться, а потом появился повод для ухода. Появилась Марла Мейплс. Их роман начался в конце 80-х. Иван об этом знала, слухи давно ходили, но финальный удар был на горнолыжном курорте в Аспене, где Ивана, Дональд и Марла оказались одновременно буквально в одном ресторане. По воспоминаниям очевидцев, Ивана подошла к Марле и сказала: «Я миссис Трамп, а вы вообще кто?» Ответ был коротким, и я тоже собираюсь ей быть. Как она не влепила пощечину после этого, не знаю. Но с того момента все стало публичным. До Марлы у Трампа были романы, но это скрывалось.
Ивана, скорее всего, знала, но делала вид, что не замечает, или надеялась, что он образумится. Но именно роман с Марлой Мейпл стал последней каплей, потому что Трамп больше ее не прятал. А Ивана, которая годами терпела, работала, рожала ему детей и строила с ним империю, вдруг оказалась бывшей, без предупреждения и без уважения. И именно за это она, кажется, его так и не простила. Ну а кто бы простил, не знаю. Развод был грязным, шумным и обложечным, с фотографиями, с комментариями и пресс-релизами. Трамп через прессу намекал, что Ивана обязана ему всем и карьерой в том числе. Она, что он не выносит женщин умнее него. Но в 1992 они все-таки развелись. Важнее здесь то, что мир увидел, что Трампа можно бросить, и сделать это публично и с достоинством. Еще и с выгодой. Ивана ушла с солидным выходным пакетом, 25 миллионами долларов, с 45-комнатным особняком в Коннектикуте и апартаментами в Трамп-Плаза. Ивана, на мой взгляд, красотка, потому что она стала иконой женщин, которые ушли красиво. Она запустила свою линию одежды, написала книгу с главой «Don't get mad, get everything», то есть «Не злись, забери все», и начала встречаться с мужчинами моложе. Она стала образом золотой разведенки 90-х, сильной, независимой и уверенной в себе женщиной. А Трамп выдал свою первую классическую цитату о женщинах после развода. «Для меня женщина – это очень дорогой объект. Лучше купить себе машину, она хотя бы не ссорится». Примерно тогда же он добавил, что «я был не против, что Ивана работает, но когда я возвращаюсь домой, я не хочу видеть там еще одного босса». Неплохо, согласитесь. Так вот, с Иваной и закончилась попытка Трампа построить равный союз. Следующие его браки будут другими. Женщины будут моложе, мягче и тише. Марла, чтобы забыть унижение. Мелания, чтобы создать красивый фасад. Но Ивана останется единственной, кто знала его как делового партнера, мужа и равного. И ушла первой. Марла Мейплс, девочка из Джорджии, актриса, бывшая королева красоты. Пока Ивана там строила отели и устраивала званые вечера, Дональд все чаще появлялся с Марлой. Он еще был женат, но в светской хронике уже выходили заголовки вроде «Кто эта блондинка рядом с Дональдом?». Ивана же узнала о предательстве так же, как и вся Америка, из газеты. Таблоиды буквально заполнились фотографиями, намеками, а потом откровенными историями. Самая известная цитата пришла из уст самой Марлы, что секс с Дональдом был лучшим в моей жизни. Она это сказала, когда он еще официально был в браке с Иваной. Фраза вышла в Нью-Йорк-Пост огромными буквами на первой полосе. Но даже тогда Трамп колебался. Он говорил друзьям, что Ивана – мать моих детей, Марла – огонь, но у огня нет бизнес-плана. Впрочем, это его не остановило. Развод все-таки состоялся по инициативе Иваны. Уже через несколько месяцев после этого Марла переехала в Трамп-Тауэр. Но победа оказалась короткой. Ведь до того, как стать той самой женщиной, которая разрушила первый брак Дональда Трампа, Марла Мейплс просто мечтала о славе. И она шла к этому по стандартному маршруту того времени. Конкурсы красоты, модельные агентства и тусовки. Она была яркая, на мой взгляд, довольно симпатичная, участвовала в Мисс Джорджия, но на уровне супермодели ее карьера не закрепилась. До Синди Кроуфорд или Наоми Кэмпбелл она не дотягивала. Зато она понравилась одному мужчине, очень богатому, очень влиятельному и на тот момент очень женатому. Трампу было 39, Марле 21. Он уже строил башни, а она только поднималась по лестнице к известности. Роман их начался, конечно, красиво. Там были яхты, шампанское и тайные встречи. Все как в сказке, где вот молодая девушка очаровывается властью и не замечает, что ее мечта быстро превращается в ловушку. Когда Трамп еще был официально женат, Марлу буквально прятали на яхте, чтобы не всплывали фото. Она это все терпела, надеялась и верила, что вот-вот все изменится. Трамп же действительно развелся, а Марла стала официальной миссис Трамп номер 2. Но только формально. Пока пресса обсуждала их свадьбу, за кулисами шли настоящие баталии. Ведь свадьба с Трампом, как вы понимаете, это не только про клятву, это еще и про контракт. Сначала Марле пообещали $25 миллионов на случай развода. Девчонка наверняка обрадовалась. Потом, под давлением семьи Трампа, оставили ей $1 миллион.
Амбиции сократили неплохо так. Еще и выплаты их общей дочери Тиффани были в разы меньше, чем у детей от Иваны. Видимо, даже дети у Трампа делились на элитных и второсортных. Марла же попыталась сопротивляться, она надеялась, что потом договор пересмотрят, но за день до свадьбы Трамп просто поставил ее перед фактом, что без контракта не будет свадьбы. И Марла подписала, потому что, скорее всего, как и все, кто были в похожем положении, она верила, что любовь все изменит. Но не изменила, как вы понимаете. Церемония бракосочетания состоялась в отеле Плаза, которым когда-то управляла Ивана. И вот весь мир ахнул. Вот она, победительница, блондинка, которая пришла на руины империи Иваны и получила заветное кольцо Трампа. В 1993-м она еще и дочь ему родила, Тиффани. Но приятная часть для Марлы здесь быстро заканчивается, потому что брак продлился всего 4 года. И это был союз людей с совершенно разными режимами и жизнью. Марла — это про йогу, медитации, вегетарианские рецепты и десерты без сахара. А Трамп про чизбургеры, кока-колу и культ плотской радости. Она пыталась наполнить дом спокойствием и балансом, а он просто мечтал вернуть в холодильник нормальные сладости. И это была только вершина айсберга. Ошибка, конечно, была пытаться Дональда поменять, ну да ладно. Тиффани, их дочь, потом вспоминала, как они с отцом тайком сбегали из дома, чтобы съесть что-нибудь вкусненькое. Милая семейная сценка, скажете вы. Да, но она единственная. Потому что в остальном, как признавалась сама Марла, Дональд продолжал вести себя как холостой мужчина. Флирт, вечеринки, другие женщины, все осталось в стиле Дональда. Когда же появились слухи, что и Марла завела кого-то на стороне, вот тут вот он устроил показательный выход и ушел. Ведь женщинам в его мире нельзя то, что разрешено ему. Верность – это ее обязанность, свободы только для него. Ирония же в том, что Марла даже не дотянула до 5-летки, после которой можно было бы пересмотреть контракт. Она могла бы подождать еще хотя бы год, но, видимо, не смогла. И Трамп вычеркнул ее из жизни, холодно и без паузы. Развод и все. И в отличие от Иваны, которая там за что-то торговалась, Марлу просто стерли ластиком из этой истории. Больше она не существовала в мире Трампа. Как будто это была не жена, а такой временный сбой в биографии. Ушла практически ни с чем по меркам Трампа. Осталась лишь дочь, но Тиффани росла на периферии, без фамильного клана, без участия отца в жизни, без золотых пропусков Trump Organizations, как напоминание, не слишком удобное и не слишком нужное. Пока брак с Марлой шел ко дну, Дональд Трамп продолжал делать то, что у него получалось лучше всего. Демонстрировать, что он свободен, даже когда по бумагам еще связан. Он не ждал официального развода, чтобы снова выйти в свет. И в 1996 году он совершает классический для себя шаг. Покупает организацию Miss Universe и получает контроль сразу над 3 конкурсами. Мисс Вселенная, Мисс США и Мисс Подросток США. Только Трамп не стал вести себя как обычный владелец. Он превратил эти шоу в собственное королевство, где чувствовал себя буквально царем женской красоты. Он лично участвовал в отборе участниц, часто игнорируя мнение судей. Мог заодно не нравиться отправить конкурсантку домой, а заодно нравится поменять финал конкурса. В 2012-м он устроил буквально скандал по поводу победы Оливии Калпа, обвинив жюри в том, что они испортили его любимое шоу. Он вел себя как обиженный мальчик, которому не дали поиграть в песочнице, вспоминал потом один из организаторов. А в кулуарах все знали, что победа зависела не от таланта, а от того, насколько ты соответствуешь трамповским стандартам. Высокая, худая, с лицом из рекламного ролика и фигурой на 10 из 10, по словам Трампа, конечно. В одной из своих книг он даже честно написал, что женщина – важный элемент успешного мужчины. Я всегда выбирал десяток. Для меня вообще загадка, какого хрена женщина может быть элементом имиджа мужчины. Ну, вот правда, напишите ваше мнение. Это что вообще за категория такая важна для образа успешного мужчины? Ну, типа часы, машина, костюм и женщина, желательно на 10. Но еще это такая, чтобы желательно молчала и своего мнения не выражала. Примерно вот так вот и вел себя Дональд. Заходил в гримерки без стука, делал комментарии про нос, про грудь, про ноги, что это толстовато, у этой бедра не те, а это вообще ничего, можно оставить.
И это был не просто бизнес, это был кастинг, постоянный, нескончаемый кастинг для мужчины, которому всегда было мало и по приколу было оценивать женщин. Особенно громким стал скандал с Алисией Мачадо, мисс Вселенная того самого 96-го года. Когда она набрала вес, он публично назвал ее мисс Свинья, комментировал ее тело в интервью и приглашал прессу посмотреть, как она тренируется, как будто бы речь шла не о человеке, а вообще о каком-то шоу-объекте. Позже же она обвинила его в домогательствах и унижении, а спустя 20 лет стала героиней агитационной рекламы Хиллари Клинтон. Он сексист, он расист и он опасен, сказала она прямо в камеру. Но, как вы знаете, это выступление не повлияло на исход выборов. Для нас здесь важно другое. В ситуации с Дональдом подобные высказывания и позиции не были эпизодом. Они стали паттерном, не случайностью, а стилем. Женщина в этом мире не человек, а инструмент для демонстрации контроля и самоутверждения. После таких историй возникает вопрос, какая женщина вообще могла остаться рядом с ним и не сломаться? Ведь кто-то молчал, кто-то уходил, кто-то сражался и проигрывал. Но была одна, кто все поняла сразу. И вместо того, чтобы спорить и менять Дональда, она просто согласилась на правила. Мелания. Женщина, которая выбрала не бороться, а выжить. И выжила красиво. Словенка, модель с идеальной осанкой и навыком молчать в нужный момент. Когда Трамп встретил Меланию Кнавс, ему было 52, ей 28. Он был дважды разведен, в скандалах с пошатнувшимся имиджем. Она красивой, статной, воспитанной и не задавала лишних вопросов. Это был не только роман, но и контракт, и не только в юридическом смысле. Они поженились в 2005-м. На свадьбе Мелания была в платье от Dior стоимостью $100 тысяч. На торте 5 ярусов, а в ее руке кольцо в 20 каратов. И все это выглядело как витрина, что, возможно, в случае Трампа так и было задумано. Мелания же подписала жесткий брачный договор. Не сразу согласилась родить, сначала пересмотрела его. Потом появился Бэрон. Мелания Трамп не доверила его воспитание няням. Она сама вставала с ним по утрам, сама варила ему овсянку, сама проверяла уроки. Говорила, что хочет, чтобы у сына было нормальное детство. Он рос в апартаментах на последнем этаже Трамп Тауэр. Конечно, между позолоченными потолками и итальянским мрамором. Но самое главное, без прессы и без давления. Без корпоративных мероприятий, без семейных портретов в журнале People. Бэрон, кстати, говорит по-словенски. Хоть он с детства носит дизайнерскую одежду, он практически не появляется в новостях. Мелания оберегала его от камер как могла. Даже в Белом доме она настояла, что сначала они закончат учебный год в Нью-Йорке, потом она выберет для него школу с закрытым списком, а потом уже переедет в Белый дом. Крайне приятно, что в системе ценностей Трампа женщина смогла отвоевать уголок нормальной жизни для своего ребенка, а не растила Трампа, как в свое время делала Ивана. Возможно, именно поэтому Дональд никогда публично не демонстрировал к Бэрону ту же близость, что и к сыновьям от Иваны. Он почти не комментировал его в интервью, не обсуждал его успехи и не выводил в свет. Он знал, что этот сын не его проект, это сын Мелании. Но Мелания знала, с кем имеет дело, и выбрала не конфликтовать, а встроиться стратегически, эстетично и молча, потому что у Мелании, в отличие и от Иваны, и от Марлы, не было иллюзий, зато был расчет и выдержка. Какую же роль она на самом деле играет в этой истории, и почему именно Мелания смогла остаться с Трампом, когда все остальные уходили, мы уже разбирали в отдельном выпуске. Если вы его не смотрели, обязательно посмотрите, потому что Мелания — это не просто холодная первая леди, это человек, который понял Трампа раньше всех и научился жить с ним по его правилам. Ну а сейчас давайте поговорим о той, кто важнее всех остальных. Не жена, не любовница, а любимица. И самая интересная фигура в жизни Дональда Трампа. Он никогда не называл так своих жен. Ни Ивану, ни Марлу, ни Меланию. Даже когда они были рядом, он все равно смотрел мимо. Но вот когда он говорил о Иванке, в его голосе начинало появляться нечто другое. Что-то загадочное на восхищенном языке. И это он повторял не раз.
на ток-шоу, в интервью с улыбкой. И все время с тем самым взглядом, словно гордился не тем, что воспитал, а тем, что получилось. Посмотрите на нее. Фигура как надо, стиль, мозги. Ее обожают. Я горжусь тем, как она выглядит. Просто 10 из 10. Look at Ivanka. Now, come on up, honey. She's so good. И это не слова отца, это рекламный проект. Это как будто бы он презентует свою самую удачную сделку. Только это не проект Дональд, это человек, это дочь. Иванка тоже часто говорила, что он был для нее примером. Папа всегда был великой фигурой в моей жизни. Его энергия, его вкус жизни, его сила, я многому у него училась. Конец цитаты. Но между строк мы здесь можем прочесть пустоту. Ни одного слова про близость, про тепло, про то, что он ее любил. Все сводилось к одному, что она его гордость, его отражение. Он дал ей имя, бизнес, статус и влияние, а она в ответ стала именно той, кого он хотел видеть. Безошибочной, собранной и удобной. Одним словом, идеальной, почти как он сам, по меркам Дональда. На публике же они выглядят безупречно. Отец и дочь успешные, уверенные и синхронные. Но даже в Белом доме, где рядом была Мелания, все внимание Дональда обращено к Иванке. И это уже не похоже на отношения дочери и отца. Скорее, это какой-то союз и партнерство, где ты с кем-то действительно на одной волне. То же самое и на инаугурации. Смотрелось не как праздник новой леди, а как триумф Иванки. Команда Мелании даже организовывала акцию «Заблокируйте Иванку», чтобы попытаться вернуть внимание первой леди. Но по взгляду, по осанкам, по кадрам казалось, что это день гордости Иванки. И Дональд, судя по всему, видел это так же. В какой-то момент вообще стало ясно, во всем этом параде жен, женщин и моделей только Иванка реально совпала с представлениями Дональда об идеале. Такая же, как он, только в женском теле. Я всегда говорю, что если бы Иванка не была моей дочерью, я бы с ней встречался. I've said that if Ivanka weren't my daughter, perhaps I'd be dating her. И вот тут вот становится по-настоящему жутко. Потому что когда мужчина всю жизнь ищет женщину, которая будет идеальна, и в итоге идеальной называет свою дочь, в голове встает вопрос, который даже не хочется обсуждать. Может быть, он просто никогда и не хотел любви. Может быть, все это время он хотел вторую версию себя. И вот она, Иванка, нарциссическое продолжение отца. Снаружи обложка, а внутри цена идеальности, о которой никто не спрашивает. Я еще, конечно, не все рассказала. Про детство Иванки с фигурой модели и обязанностью быть собранной. Про ее брак, который Трамп сначала одобрил, а потом, по слухам, обвинил Джареда Кушнера в слабости. Про холодную конкуренцию с Меланией за влияние, за одобрение, за место рядом с отцом. И про то, как Иванка прошла путь от золотой девчонки до теневого советника в Белом доме. И, конечно, как в какой-то момент она стала не просто дочерью, а отражением отца, в который он влюблен. Ну и, конечно, почему Симпсоны пророчат Иванке собственное президентство в будущем. Там, правда, есть что обсудить, и если вы хотите, мы сделаем отдельный выпуск об Иванке. Напишите в комментариях. Ну, а пока я хочу показать вам кое-что гораздо более странное. Потому что при всей близости с дочерью, при всей системе женщин вокруг, была одна, кто не принадлежала ему. Кто не поддалась, кто вызывала в нем не гордость, не влечение, а настоящую одержимость. И это принцесса Диана. Женщину, которую Дональд Трамп не мог купить. Женщина, по которой он сходил с ума, потому что она была недоступна. Женщина, перед которой замирал весь мир. Так как же все было? В середине 90-х на фоне скандалов шоу и модели, конечно, у Дональда вдруг загорается идея добиться Дианы. После ее развода с принцем Чарльзом в том же 96-м году он разворачивает полноценную атаку. Ежедневные гигантские букеты, некоторые по $10 тысяч, звонки, случайные встречи, организованные через общих знакомых, приглашение на ужин в пентхаус, если вы понимаете. Диана же буквально
сильно вздрагивала при упоминании Трампа, вспоминала потом ее подруга Селена Скотт. Она говорила, что он вызывает у нее отвращение. Его поведение больше походило на преследование, чем на ухаживание. Он хотел сделать из нее трофей. Она это чувствовала и отшатнулась. Конец цитаты. О жизни же Дианы, ее любовниках, о ее одиночестве, страхах и сложных отношениях с короной мы уже делали выпуск на канале. Если еще его не смотрели, я очень советую, потому что после него становится понятно, почему Трамп вызывал у нее не интерес, а буквально леденящий ужас. И почему она не стала трофеем в его коллекции. Спустя же 3 года после смерти Дианы в 2000 году Трамп дает интервью, в котором включает ее в свой топ-10 женщин, с которыми бы он хотел переспать. И мало того, что этот топ существует, так Диана включена в него уже посмертно, и говорит он это через 3 года после ее смерти. И если на секунду представить, что у них действительно мог бы быть роман, эта пара в Трамп Тауэр, конечно, затмила бы весь мир. Принцесса и будущий президент, союз США и Британии, история и симбиоз сочувствия и эгоизма. Но давайте честно, между ними вряд ли могло что-то получиться. Диане нужен был человек, способный понять ее боль, а Трамп всегда слышал только себя. Но этот период самый яркий образ того, как Трамп воспринимал женщин, не как партнеров, не как личности, а как элементы вокруг себя. Он в центре, и он их выбирает. И тут я ловлю себя на мысли, что во мне самой борются 2 позиции. С одной стороны, я понимаю контекст, время, воспитание. Трампа растили иначе. Ему дали четкую установку побеждать, и он научился. This is the man's world и всякое такое. И как предприниматель я им реально восхищаюсь. Его способностью выкарабкиваться из любой жести, залазить в окно, если запирают двери, находить лазейки, побеждать. Это все вызывает уважение. Это сила, смелость, и это в каком-то смысле рок-н-ролл. Мне близка такая жизненная позиция – никогда не сдаваться и переть вперед. Но вот как женщина, особенно та, которая сталкивалась с оценками, приговорами, ярлыками, я не могу не чувствовать злость. Когда тебя сводят к внешности, когда тебя выбирают по принципу десятка или не тянет, возникает вопрос, а можно ли это разделить? Где заканчивается харизма и начинается насилие нормой? Сколько женщин остаются в этом уравнении не главами, а побочным эффектом? Кто остается рядом с такими мужчинами и какую цену они за это платят? Напишите ваше мнение, а также скажите, что вы думаете о Дональде Трампе. О мужчине, который построил империю, стал президентом и, кажется, так и не научился любить по-настоящему. Делитесь мнением в комментариях. Спасибо, что посмотрели этот выпуск. Оцените его, если вам близка проделанная работа. Нажмите на колокольчик, обязательно подпишитесь на канал и до новых встреч!